Всем привет, меня зовут Нина Заславская. В этом выпуске мы разберем ваши работы волосковой техники, которые вы мне присылаете. Итак, первая работа. Хочу похвалить, потому что видно, что человек понял схему, все волоски четко и симметрично прорисованы, но самая такая яркая ошибка в том, что волосок начинается все-таки очень легко. Помните, как мы с вами в одном из выпусков разбирали, что волосок начинается полупрозрачной линией и утолщаться начинает только спустя, примерно 4 миллиметра. То есть вы вошли в кожу очень легко и потом уже начинаете затемнять. Если вдруг вы вошли в кожу очень жестко и у вас получилось яркое начало, не беда, это поправимо. Вы можете этот волосок чуть-чуть вытянуть вперед, буквально на 2-3 миллиметрика, наоборот станет более легкая, красивая бровка. Бровка должна собираться в серединку, то есть у нас серединка самая насыщенная, а концы очень светлые и растворяются. Вот это самая яркая и распространенная ошибка у всех, кто начинает работать в волосковой технике. Ну и второе, хочется акцент в серединку, как раз таки плавно переходим к акценту. Если бы были очень легкие начала, здесь бы было поярче, и все волосочки собрались бы воедино. То есть вот эти места мы просто расширяем и яркости добиваемся путем расширения волоска, ни в коем случае не заглубляя, при этом и не делая сильнее нажим. Над этим надо поработать, а мы переходим к следующей работе. И здесь у нас возрастная кожа. Самая такая яркая ошибка в этой работе в том, что хочется все-таки на головках более легкие волоски, все-таки они полупрозрачные, не такие акцентные, как серединка. Как я уже сказала, все волоски собираются в серединке, и вот это самое яркое место. На кончике и на головке всегда полегче, посветлее волоски, там делается меньше проходов. То есть, как и в пудровой технике, в пудровых бровях, мы ведь головку легко-легко напыляем, а к серединке как раз собираем в акцент, делаем яркое место. Здесь тоже должно быть яркое место. А тут бровка вся, в общем-то, равномерно прокрашена, она вся насыщенная, нет акцента. Ну и то же самое, да, начало волосков надо доработать. Очень легко мы входим в кожу и уплотняем. Также, если приблизить, можно просмотреть, что где-то есть непрокрасы. Вот эти места мы сразу же на первом проходе, на втором мы их сразу устраняем. Просматриваем каждый волосок, и это нам гарантирует стопроцентное хорошее приживление каждого волоска. Это самое главное для хорошего заживления, чтобы линия была равномерно насыщена пигментом, чтобы не было никаких пробелов. Иначе, когда заживет, будет каша и волосок будет рваный. Так, мы переходим дальше к следующей работе. Здесь у нас немного такой ракурс необычный, но ничего страшного. Самое главное, все прекрасно видно и тоже видны небольшие пробельчики. Вот здесь техника нанесения такая более пудровая. Здесь мастер работал с большим размахом. Чтобы добиться более четких волосков, а, кстати, лучше в одной процедуре компоновать и вот такое легкое нанесение, как здесь, и более плотненькое. Вот скелетные волоски я всегда поплотнее прорисовываю, а уже в самом конце, когда добавляю пушковый волосок, работаю большим размахом. То есть здесь был прям большой размах, соответственно, прослеживаются вот эти точечки, которые составляют линию. Если же вы будете использовать размах поменьше, то есть работать такими мелкими-мелкими штришочками, у вас будет прям такая литая линия, и пудра никак не будет прослеживаться. Но в целом работа хорошая, схема прекрасная, красиво уложены волоски, поработать над визуализацией, над техникой нанесения именно каждого волоска. Так, а мы идем дальше. Здесь у нас уже работа на латексе. Так, и вот сразу бросилось в глаза то, что волоски вплели жестковато. Вот посмотрите, видите, хоп, и стык прослеживается. Такого не должно быть. Вот этот волосок стоило чуть-чуть подальше вот так вывести, чтобы они как бы сами сплелись воедино. То есть вот эти стыки аккуратненько мы ведем до того момента, пока волосок сам не войдет в другой волосок, чтобы была плавность такая и красивость, не знаю, как назвать. Вот. Ну и, конечно, начало волосков. Видите,
Когда мы входим в кожу, большой размах, где-то 4 миллиметра. Потом спустя там 4 миллиметра мы начинаем по миллиметрику, по 2 вот такими мелкими штришочками топтаться на одном месте. У нас получается легкий вход и уже насыщается волосок чуть подальше. Вот, поработать над этим нужно. Над хвостовыми волосками тоже можно немножечко их выпустить, чтобы был воздух такой, чтобы была прозрачная бровка. На хвосте у нас волоски более легкие, там нет никакого акцента, потому что хвостики у нас закругляются по форме лица, уходят в периферию, и мы их видим чуть подальше, соответственно, там должно быть светлее. Вот, ну и на концах нет никаких акцентов. Также верхние волоски до самого кончика мы не доводим. Ограничиваемся буквально вот сверху у нас 4 волоска идет, все. Ну и внутри уже там прорисовываются дополнительные волоски. Ни в коем случае не доводим до самого конца, иначе бровь такая получается заплетенная, как будто в косичку на концах, и смотрится не очень красиво и эстетично. Так, а у нас последняя работа, и она мне очень нравится. Она просто шикарная, очень легкая. Можно ее себе выбрать как пример. Это работа моей ученицы. Посмотрите, какие легкие входы в кожу, что сверху, что снизу. Вот это очень важно все-таки. И бровь получается такая воздушная, красивая. Единственное, что бы я здесь добавила, сделала бы чуть подлиннее волоски на головке, потому что все-таки самое широкое место получается на изгибе, а должно быть наоборот. На головке у нас самое такое пушистое место и широкое. Ну и можно пушковости еще чуть-чуть добавить между волосками. А так в целом все супер, шикарно. Ну и можно в серединочку еще вот так добавить, чтобы было еще больше акцентов. По прорисовке волосков каждой линии вообще нет претензий, прям хвалю, очень классно, мне очень нравится. На самом деле все молодцы, вы огромные умнички, что рисуете, добиваетесь своего и не боитесь делать волоски, потому что, как мы знаем, это тренд последнего года, и волосковой техникой владеет совсем мало мастеров, небольшая конкуренция в этой технике, поэтому я желаю вам все-таки добить, учесть эти ошибки, возможно, я вам каким-то образом помогу в этом разборе. И не забывайте присылать свои работы мне на разбор. Я обязательно разберу их в следующем своем выпуске. Пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. До скорых встреч. Пока-пока.